Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь Техноенот и его команда. Вы, конечно, привыкли уже, что наши сюжеты связаны с техникой, которая движется, но сегодня хотелось бы показать вам небольшой репортаж о недвижимой ретро-технике, если можно так сказать, конечно. Наша команда – большие любители всяческой техники, в том числе и девайсов из области информационных технологий и всего, что с этим связано. Так уж получилось, что некоторое время назад удалось побывать в Москве и заглянуть в музей компьютерной техники Apple. Музеев компьютерной техники не так уж и много в мире, поэтому вдвойне интересно посетить такое место. Предлагаем вам наш небольшой репортаж. Московский музей техники Apple создан в 2012 году стараниями коллекционера Андрея Антонова. Первый экспонат попал в руки инженера Андрея Антонова в середине 90-х годов, причем совершенно бесплатно. И с тех пор коллекция стала расти. На протяжении многих лет он собирал коллекцию продуктов Apple, при этом некоторые экспонаты имеют стоимость в несколько тысяч американских долларов. Коллекция насчитывает огромное количество экземпляров. Это персональные компьютеры, периферийные устройства, аксессуары, сувениры и многое другое. И это не компьютерное кладбище, а реальная интерактивная экспозиция. Практически все экспонаты находятся в рабочем состоянии, и на них можно не только посмотреть, но и потрогать руками, поиграть в различные игры, например, в легендарные Doom, Wolfenstein и Arkanoid, порисовать или напечатать текст. В общем, можно сказать, что все, что только может работать, тут работает, и все, что работает, можно потрогать. Это очень здорово, только не очень понятно, как можно в таком режиме соблюсти сохранность и работоспособность экспозиции. Просто на самом деле шаловливые ручки посетителей могут причинить непоправимый ущерб экспонатам. Например, с этой проблемой постоянно сталкиваются в Питерском музее Гранд Макет Россия. Ну, пускай это останется секретом создателей музея. Конечно, эта ретро-техника не идет ни в какое сравнение с современными компьютерами, но для того времени это был пик прогресса информационных технологий. Да, кстати, немногие знают, что компания Apple раньше производила и фотоаппараты, и игровые приставки, и их можно также увидеть в музее. А еще представлено большое количество литературы, как мемуаров, так и технической документации. Современные пользователи iPhone и iPad в основной своей массе вряд ли знают историю компании и все продукты, которые были созданы за последние 40 лет. Поэтому это место может быть интересно также с точки зрения устранения пробелов в этой области. Ну а если вы читали биографию Стива Джобса, то будет вдвойне интереснее увидеть своими глазами первые компьютеры Apple и почувствовать, как закалялась айтишная сталь. Музей находится в Москве на улице Складочной, но маршрут движения к нему довольно хитрый. Поэтому советуем посмотреть информацию на сайте музея. Там прямо на карте показано что да как добраться пешком, как на автомобиле, как общественным транспортом. Время работы и актуальную стоимость билетов также крайне рекомендуем смотреть именно на официальном сайте. Только там свежая и актуальная, правдивая информация. Ну а на сегодняшний момент стоимость билетов для самостоятельного посещения составляет для школьников 250 рублей, для студентов дневных отделений 350 рублей, а для взрослых 400 рублей. Но можно также заказать экскурсию для группы от 15 до 25 человек. Экскурсии рекомендуются при посещении музея без наличия своих собственных знаний о такой раритетной технике, ну или хотя бы спутника, который сможет вам что-то рассказать и пояснить. По экскурсиям, опять же, вся информация есть на сайте. Это не очень известный, но очень интересный музей, который заслуживает посещения. Если эта тема вам интересна, то скучно точно не будет.
Спасибо за просмотр, надеемся, узнали для себя что-то новенькое. Будем признательны, если поделитесь этим видео в социальных сетях или просто расскажете о нас своим друзьям. Оставайтесь с нами, за выходом новых роликов будет удобнее следить, если подпишетесь на наш канал на YouTube. Ну или на любую группу нашего канала в социальных сетях. Фотки в инстаграмчике. Спасибо, до встречи!